Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это первый выпуск новостей страйкбола в этом году. По непонятным для меня причинам этот год начался со скандалов. Помните, пару выпусков назад я рассказывал про конфликт Андрея Поэта и организаторов игры Metro 2033 и говорил, что будет продолжение. Так вот, организаторы игры наконец записали видеоответ Андрею Поэту, в котором рассказали подробно свою точку зрения. Видео получилось с эмоциями и переходом на личности, но все равно позволяет посмотреть на ситуацию с другой стороны. Кто не видел, посмотрите. Посмотрев оба видео, мне показалось, что и Андрей, и организаторы перед игрой не договорились, друг друга не поняли, проканали этап подготовки и включили взаимную обиду. Если хотите мое мнение, то хорошим примером для сообщества после всего этого было бы им встретиться, все обговорить и, наконец, помириться. Другие скандалы были связаны с конкурсами. Компания 9/39 в своей группе ВКонтакте разыгрывала SR3M за репосты. Условия самые стандартные. Нужно было сделать репост и вступить в группу. Победителя выбирали случайным образом, с помощью программы Random Promo. Во время розыгрыша программа выбрала победителя, и им стал Андрей Круглов. Но результаты были аннулированы, так как организаторы решили, что Андрей на момент розыгрыша в группе не состоял, сославшись на ошибку поиска. Интересным фактом является то, что программа могла выбрать только состоящего в группе человека, так как эта проверка заложена в ее функционал. Чуть позднее организаторы сделали повторный розыгрыш и выбрали нового победителя. Первый победитель пролетел. Естественно, все это вызвало бурное негодование участников и целую кучу негативных комментариев. Мастерская Green Suit тоже обожглась с розыгрышем. Если кратко, мастерская запустила конкурс с призами. По условиям конкурса участники должны были сделать фото на тему постапокалипсиса и залить это фото в соответствующий альбом. За эти фото люди должны были голосовать. 10 работ, набравших больше всего голосов, попадают в финал. В финале голосуют 22 члена жюри, и уже по количеству голосов жюри выбираются победители. Организаторы зачем-то изменили правила и вместо 10 работ в финал пропустили 25, что вызвало гнев участников. А еще, как оказалось, многие участники невнимательно читали правила и вообще не знали про то, что в итоге победителей выбирают жюри. Ну и естественно, из этого всего раздули скандал и мусолили эту тему все праздники. Также праздники не обошлись без традиционных залетов. В этот раз житель Челябинска был задержан в пьяном виде со страйкбольным приводом в руках прямо на улице города. Имя хулигана не разглашается. А еще, по слухам, у многим известного паблика Лист сменился владелец. Во что все это может вылиться, пока непонятно. Если честно, я думал, что в празднике новостей от производителей и каких-то новинок не будет. Но они есть, и их на самом деле не так уж и мало. В телеграм-канале производителя российской ВВД-системы Proteus 3 были опубликованы рендеры нового хупапа для М4 серии с говорящим названием «Лазер». По слухам, в этом хупапе реализованы идеи, которые позволяют еще дальше и еще точнее закидывать шар, чем это возможно существующими на рынке хупапами. Также было слито фото давилки из этого хупапа и видео с примером засветки трассерных шаров встроенными диодами. Какие-то подробности, скорее всего, мы узнаем уже в апреле. Также в их телеграм-канале мелькали фото с процесса сборки ВВД-системы Proteus 3, так что, скорее всего, новую ВВД-систему мы увидим уже на страйконе. King Arms наконец поделились подробностями про новую линейку ГББ глоков собственного производства. Основной фишкой новых глоков можно назвать легкий алюминиевый затвор и внешний ствол, выполненные методом фрезеровки. Глоки от King Arms совместимы с магазинами от Tokyo Marui. Хопап регулируемый, резинка стандартная. Автоматический предохранитель на спуске, к сожалению или к счастью, бутафория. Есть мнение, что они сделали его декоративным в угоду улучшения спуска. ICS опубликовали каталог на 2019 год.
Помимо новинок, про которые мы уже говорили, там немало информации про внутрянку и электронику, которая имеет очень интересный функционал самодиагностики. Кому интересны подробности, они есть по ссылке в описании. Из новинок, про которые мы еще не говорили, можно отметить страйкбольную, полностью лицензионную ГББ-версию достаточно свежего турецкого пистолета САР-9. Огнестрельный прототип которого весит всего 780 грамм. Скорее всего, вес страйкбольной версии будет аналогичным. Других подробностей пока нет. Ссылка на весь каталог в описании. Компания APS анонсировала новый гирбокс с электроникой E-Silver Edge. Из особенностей можно отметить новый блок электронного управления Super Dynamic Unit, суперчувствительный микропереключатель электронного спуска, усиленные стенки гирбокса и хорошие стальные шестерни. Джеки из гонконгского магазина QRF поделился новостями о весьма интересных новинках. В каталоге компании Golden Eagle появилась новая линейка легких АЕК-пулеметов с нижним ресивером от R15, которые внешне очень похожи на огнестрельные MSR и AMG-2 от Fightlight Industries. В отличие от версии от G&G, корпус выполнен из алюминиевого сплава. Внутри стоит стандартный гирбокс второй версии. На канале Airsoftology появилось видео с распаковкой MP7 AEG от VFC. Так вот, в этом видео первый раз засветили внешний вид гирбокса. Из особенностей можно заметить, что нозл находится не по центру цилиндра, а вообще сильно смещен вниз. Заменить пружину можно, не разбирая гирбокс. Шестерни уникальные, так что стандартными запчастями, к сожалению, этот гирбокс не протюнить. Перед Новым годом московская мастерская Bullgear засветили сразу несколько новинок. Во-первых, это фрезерованные стенки для гирбоксов M4 Recoil Shock от Tokyo Marui, выполненные из алюминия марки D16T на ЧПУ станке. Во-вторых, был показан рендер стенок гирбокса для M14 от Tokyo Marui или Cima. И, скорее всего, в скором времени мы увидим готовый прототип. В-третьих, были опубликованы фото обновленного автоматического лоудера. По комментарию Bullgear, сейчас идет работа над электроникой, которая бы позволяла делать отсечку нужного количества шаров, так как неконтролируемая подача может привести к повреждению внутреннего механизма магазинов. К сожалению, в празднике ничего действительно интересного на AliExpress я не нашел. Надеюсь, на этой неделе я все-таки что-нибудь найду. Блиц новостей. LCT анонсировали новые патчи. Snowwolf выпустили ГББ-версию пистолета Smith & Wesson M245. Classic Army показали фото пулемета M249 в компоновке Bullpup. King Arms обновили линейку приводов SBR. Компания Gardner работает над деталями для Glock 19 от Tokyo Marui. Новости магазинов. Магазин страйкбольной пиротехники Бабахи напоминает, что до 10 января 2019 года коробку RGS-4, то есть 50 штук, можно купить за 4000 рублей. Это получается 80 рублей за штуку. Дешевле еще не было. Кто собирался и не успел, успевайте делать запас. В сезон таких цен точно не будет. И напоследок хочу сказать, друзья, вы большие молодцы. Благодаря вам и вашим голосам в этом году большое число номинантов из России прошло финал международного голосования. И мы в том числе. Причем неожиданно сразу в 3 номинациях. Со всеми результатами голосования можно ознакомиться по ссылке в описании. Почитав комментарии к публикации с результатами, я заметил, что у многих возник странный вопрос. Нужно ли еще раз голосовать? Попытаюсь объяснить. В первом этапе вы предлагали номинантов, заполняя форму. Так вот, по 5 номинантов в каждой категории, за кого вы голосовали больше всего, теперь прошли в финал. То есть, теперь вам нужно еще раз проголосовать и выбрать уже одного из 5 номинантов. Кто наберет больше всего голосов, тот в итоге и победит. Ссылка на голосование есть в описании к этому видео. А у меня на этом все. Как всегда, предлагаю обсудить новости в комментариях и оценить мою работу лайком или дизлайком. С вами был Евгеньевич. Увидимся через неделю.